Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Презентация линейки под маркой Saint Laurent на неделе моды в Париже – это всегда одно из самых значимых и запоминающихся событий. Вот и сегодня именитый французский бренд готов удивить коллекцией «Осень-зима 2023-2024», в которой представляет магнетическую элегантность, обновленную маскулинность и возвращение к историческим кодам дома. Приглушенный свет в и так достаточно темном пространстве, роскошные люстры, нависающие над подиумом с ковровым покрытием. Креативный директор Энтони Ваккарелло вместе с организаторами шоу погрузил собравшуюся публику в атмосферу танцевального зала гостиницы «Интерконтиненталь», где модный дом проводил показы с конца 70-х до начала 2000-х. Ведущий дизайнер воспроизвел на фэшн-сцене очень гармоничную, буквально кутюрную историю элегантности, началом которой стала серия эффектных образов, отсылающих нас к эпохе 80-х. Модное действо открывал пиджак мужского кроя с объемными плечами. Да, именно пиджак. Пусть вещь здесь и относится к женскому гардеробу, но слово «жакет» с этой одеждой в маскулинном стиле как-то совершенно не клеится. Хочу отметить, друзья, что широкие плечи не являются чем-то новым для Saint Laurent. И последние несколько сезонов Ваккарелло постоянно подталкивал наше внимание к этому элементу. С помощью объемного верха он строит женский силуэт перевернутый треугольник, где в качестве низа рекомендует юбку-карандаш с разрезом и длиной до колена, либо трикотажные леггинсы. Обычно массивные формы приходят в моду, когда бремя времени становится совсем уж каким-то тяжелым. И чтобы удержать эту ношу, наших хрупких женских плеч совсем не хватает. Тогда, в 80-е, когда женщины стали настойчиво и уверенно претендовать на те же должности, что и мужчины, боролись за место вертикали власти, как результат, в одежде появились широкие, объемные, заметные, громко кричащие о статусе плечи. И плевать, что они прячут фигуру, деловой женщине не пристало ее подчеркивать. Сегодня главная героиня Saint Laurent тоже явно готова подставить плечо потерявшему равновесие миру. Ее костюмы сшиты из ткани, обычно характерных для мужского гардероба. К примеру, из шерсти в узкую вертикальную полоску. К слову, без данного узора аура 80-х в коллекции была бы неполной. Да, модный образ получился сильным, внушительным, но не пугающим. Скорее строгим, но с явными нотами женственности, чувственной и соблазнительной. Этот момент на контрасте хорошо поддержали прозрачные топы и шелковые майки, где в последних привлекает внимание глубокий закругленный вырез. В отличие от V-образного, он выглядит мягче и в случае Saint Laurent уравновешивает грубые линии пиджака. Элегантность – вот о чем, по словам Ваккарелло, думал дизайнер, когда дело дошло до работы над линейкой над новый сезон. В комментариях Энтони отметил: «Я хотел создать что-то вокруг этой идеи, что-то более точное и сфокусированное». Очень возможно, что кому-то из вас, мои дорогие зрители, коллекция вдруг покажется банальной выставкой пиджаков. Во всяком случае, в инете есть похожие комментарии. Но нет, здесь в первую очередь только мода, без хайпа, излишней сексуальности и популизма, такая, какой она и должна быть. При дальнейшем просмотре, друзья, обязательно обратите внимание на великолепные блузки как в классическом исполнении, так и в новой стилизации. Это и вариант с открытой спиной, и фирменная модель с бантом, концы ленты которого порой превращаются в длинный шлейф. Знаковым элементом в модных ансамблях стал палантин. Девушки с роскошной накидкой из однотонной, либо клетчатой шерсти, кашемира, черного как смоль бархата, эластичной кожи или прозрачной органзы появились на подиуме ближе к финалу, произведя настоящий фурор. Стилизовать данный предмет гардероба дизайнер рекомендует, уложив палантин на плечи мягкими складками и закрепив массивным позолоченным кольцом. Что еще привлекает в линейке Saint Laurent? Это одежда из кожи, крой и фактура которой вновь возвращают нас в эпоху 80-х, где неизменными спутниками стильного образа были солнцезащитные очки-авиаторы, серьги-кольца, широкие металлические браслеты, акцентный ремень на талии, кожаные перчатки.
В модной обуви главная ставка сделана на остроносые туфли-слингбеки на тонком высоком каблуке. Бренд всегда славился идеальными черными образами. Сегодня дизайнер разбавил палитру синим, серым, молочным, шоколадным, рыжим и красным, отдавая в узорах предпочтение полоске и клетке. Смотрим, удивляемся, обсуждаем. Не забываем поставить лайк и поделиться видео с друзьями. С интересом жду ваши комментарии. Всем красоты и совершенства, безоблачного синего неба и яркого солнечного настроения!